Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs, и мы полностью разобрали наш квадроцикл. Наконец-таки пришел один мотор пока что, потому что второй мы тогда еще давно на испытаниях спалили, его еще до сих пор не перемотали. Этот вот у нас уже пришел, мы его собрали с редуктором, отрегулировали пару, все хорошо. И, собственно, зачем мы разобрали? Для того, чтобы проварить, не полностью, конечно, потому что сейчас мы крутить, вертеть все не будем. Просто то, что можно проварить по максимуму из удобных положений, да. Ну, то есть где-нибудь процентов на 60 мы сейчас все проварим, чтобы был возможен первый выезд, первые ходовые испытания. У этого квадроцикла будет бешеная динамика. На одном моторе, конечно, я думаю, это еще не так будет чувствоваться, но все же 15 киловатт номинальной мощности — это уже прилично. Будет еще передний мотор, вот тогда будет гораздо интереснее. Устанавливаем сначала мотор. Ту сторону надо, да. Мы устанавливаем двигатель. Почему он стоит вот под таким углом, да, спросите вы. Но тут два на самом деле момента. Во-первых, потому что разъем крышки, на нем не сделать сливную пробку, приходится ее чуть-чуть смещать, да? А во-вторых, чуть для экономии места, поскольку в нижней части, в плоскости, да, у нас и так аккумулятор, два мотора, и чтобы это все-таки утилитарная версия, да, она чуть планировалась короткой, да, чтобы сделать его все-таки короче, пришлось моторы поставить под небольшим углом. Из-за этого появилась возможность сделать базу чуть короче. Мотор у нас, соответственно, крепится на 3 точках, то есть это вот этот кронштейн подвесной редуктора и сзади. Сзади у нас некая пластинка, которая крепится к самому мотору, и здесь, соответственно, на раме уже 2 кронштейна. Теперь, собственно, устанавливаем рычаги. У нас левый рычаг. Также нам нужно привод сразу. Ну, можно сразу установить привод. Сейчас в комментах опять напишут, типа, молотком по голове себе постучи. Это медный молоток, медный. Андрей, лучше крути. Андрей, не обижайся, это я так для видео. Рычаг номер 2. Устанавливаем второй рычаг. Собственно, так же, как первый. Итак, для первого запуска мы заливаем масло в редуктор. У нас есть пробка уровня. Андрей с катетером. Да, со шприцом. Ничего лучше под рукой не оказалось. Масла тут немного. Заливаем до тех пор, пока польется из пробки уровня. Масло мы заливаем специальное, подсолнечное, нерафинированное, с ароматом. А ты вообще учился? У нас масло потекло уже из отверстия уровня. Масло мы до уровня залили. Закручиваем пробки. Устанавливаем. Да иди, держи раму. Аккумулятор. Сейчас мы подключаем контроллер. Провода у нас, конечно, силовые. Здесь переход такой из 50 квадрат в 13. Но у нас все равно контроллера будет 2, но 13 плюс 13, конечно, не дают 50, но это наш такой запас
Вот, на всякий случай. Сейчас немного искранет. Наш мотор начал крутиться. Дальше мы продолжаем собирать. Устанавливаем передние рычаги, устанавливаем колеса и попробуем проехать первые метры. Производим сборку, чтобы у нас подшипник не разобрался ступичный. Вставляем просто шрус с пыльником и затягиваем гайку. На внешний шрус мы просто поставим пыльник, чтобы закрутить подшипник. Теперь, в принципе, можем уже накидывать колеса. Ставим второе колесо. Хорош. Упирается. Мы подключили мотор в бездатчиковом режиме, потому что у нас нет контроллера, который мы можем сейчас поставить, который будет работать с резольвером. И, в общем-то, чтобы он в бездатчиковом режиме работал, ему надо, чтобы он начал крутиться, тогда по обратному ЭДС он будет понимать положение ротора. Сейчас он не понимает положение ротора, и вот это вот делает. Стряхнем, плюнем и надежно склеим скотч. Первые метры прошли успешно, квадроцикл едет, даже удивительно, я этого не планировал, мы хотели просто по цеху проехать 5 метров, но из-за того, что он не трогается, пришлось его расталкивать, проехали по улице, вообще ничего еще не сделано, даже подвеска не настроена, мотор без датчиков. Прям вообще ничего, сиденье даже до конца не прикручено, тормозов нет, но, едет уже классно. То есть реально даже на колесах чувствуется просто за счет резины амортизация, подрыв, да, хотя датчиков нету, но уже какой-то подрыв чувствуется. Я думаю, что в итоговом проекте с двумя моторами, с настроенными, с резольвером, он будет вообще очень крутой. Вот. Ну а пока будем готовиться к первым уже испытаниям таким, все-таки не по бетону, да, а по пересеченной местности. Опять же, лайтовым, без водяных испытаний, также в бездатчиковом режиме. Просто сделаем, может, тормоза, немного охлаждения и покатаемся там по полю. Как-то так. Думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.